В России тоже не так много лицензированного персонала. Вот есть непроверенная информация из моих источников, что они собираются завести смену одну из Росэнергоатома, да, для того, чтобы посмотреть, поставить их за спинами нашего персонала на один блок. Потому что они понимают, что после модернизации, замены блочных счетов управления, систем автоматизированных управления технологическими процессами и безопасности реакторов украинского производства, да, наши блоки модернизацию прошли серьезную, они отличаются по конфигурации от проектов такого же типа в России. И вот они, учиться надо на тренажерах, так они хотят одну смену поставить за спинами наших операторов, да, чтобы те учились, лицензированных своих операторов. Проблематично набрать, но теоретически заменить возможно. Сейчас, вот по моей информации, где-то в районе 3000 человек персонала из 11 тысяч до войны. То есть очень много людей, конечно, уехало. Часть людей, которые имели лицензии, начальники смены и так далее, не подписывают контракты, но их и не выпускают из города. А вот другие там подписывают контракты, потому что мы уже тоже обговаривали с вами о том, что поддерживать безопасность АЭС, это в соответствии с законом Украины об использовании ядерной энергии, это обязанность персонала оператора. Вот поэтому, значит, ситуация непростая, их действительно заставляют, но некоторые из представителей, тот же Черничук, он сказал так, что это моя обязанность по закону, я подпишу контракт, значит, имея в виду, что он никчемный, как и разъясняли украинские юристы, подписанные под давлением. А когда наши освободят ЗАЭС, он сказал на заседании коллектива, то я буду отвечать по украинским законам. Но есть, конечно, и коллаборанты там откровенные, это правда. По моим источникам из Энергодара, на промышленной площадке они роют окопы на самой промышленной площадке ЗАЭС. И уже тоже мы говорили о том, что они строили какую-то защитную стену около хранилища, сухого хранилища отработавшего топлива, что есть нарушением украинского законодательства без согласования с регулятором. Никакие работы по утверждению, ну, а проект был утвержден, невозможны. То есть нарушения есть. Представители МАГАТЭ там тоже есть. И вот в письме Госатомрегулирования на Шмигаля было написано, что значит, обращение такое к премьер-министру и Министерству иностранных дел, что представители МАГАТЭ датируют события по московскому времени, что возмутило Госатомрегулирование. На самом деле, после того, как Черничука уволили и лишили лицензии, ЗАЭС не участвует в селекторных совещаниях еженедельных, как раньше было до этого. И поэтому, что происходит на ЗАЭС, я так понимаю, оператор в центральном офисе Энергоатома не в курсе. То есть он получает информацию тоже из каких-то своих источников, не напрямую от лицензированного собственного персонала на Запорожской АЭС.